Здравствуйте, сегодня я хотел бы снять видео небольшое по моим гаражным воротам. Отдельно решил вынести эту тему, потому что возни было достаточно много, было хлопот, и готовых вариантов я не находил. Поэтому поехали. Сейчас ставлю небольшое видео, как работает мой запорный механизм левой рамки, которая не запирается на замок. Смысл ее в чем? Две тяги, и посередине сделан эксцентрик, условно, двунаправленный, который приводится в движение маховиком, в данном случае красного цвета. Поворачивая его по часовой стрелке, смещаем тягу, соответственно, меняется и угол, в принципе прямоугольного треугольника. И, соответственно, шток с верхней части и с нижней части выдвигается. Отпереть его не дает прямое расположение в одну линию тяг. То есть, как можете видеть, они расположены в одну линию, поэтому даже если надавить со всей силы на шток, отпилить при этом нижнюю часть закрывающей металлической пластины с той стороны гаража, все равно не получится. То есть придется именно запорный механизм. Также нюансом выступает утяжелитель в нижней стороны. В данном случае у меня играет роль гайки М12 накручены. Но они, в принципе, здесь не нужны. Но в будущем, возможно, если механизм разработается и станет такой более легкий, чтобы более тяжелая часть постоянно работала на закрытие. То есть, чтобы ни вибрации, никакими там толчками нельзя было сместить систему на открытие. И запорные механизмы, они в принципе одинаковые, то есть две втулки и шток. Шток немножко прикаливаете, то есть чтобы была разница металла, чтобы выработка была, принцип втулки по сути. Основная деталь выполнена по такому вот принципу. То есть это основной подшипник, здесь приварен болт. И к этому болту насажен вот этот механизм поворотный тяги. Опять же 3D модель SolidWorks я в описании под видео оставлю. Тяги опять же изготовил на ЧПУ станке своем. Точнее вот эти вилки. Вилок нужно 4 штуки. Раз вилка, 2 вилка и такие же 2 вилки нужны так. То есть это все устанавливается. Потом обычные строительные шпильки М12. Они обрезаются по месту, то есть выставляется как на закрытие. Одна сторона шпильки вкручивается в вилку, фиксируется здесь. Вторая шпилька уже отмечается по месту максимальным коротким расстоянием. То есть максимальное короткое расстояние — это когда они закрыты. Отрезается, аккуратно вкручивается и вся конструкция собирается. Опять же, если подгонка была произведена точно, то, повторюсь, вот эта линия должна быть без всяких отклонений. По замку. По замку все просто. Надо, чтобы проходило ребро жесткости желательно, чтобы невозможно было его как-то механически с той стороны отжать. В принципе, все. Отверстие высверливал по шаблону. То есть был чертеж моего замка. Я просто приставил ответную часть, обрисовал, просверлил отверстие. Все. Замок, опять же, шпильки, на которых он крепится, просверлены отверстия в воротах. Обычные болты М6 вставлены с той стороны, обварены и зачищены. Опять же, обварены с этой стороны тоже эти же болты. То есть замок не прилегает к металлу полностью. Немножко с зазором. Специально оставил такие ворота в текущем состоянии, потому что я их планирую опять же утеплять бетафлексом, зашивать вагонкой. Вот она у меня уже подготовлена. Просто теперешний вид, он максимально рентабельно позволяет показать конструкцию ворот, которая получилась в конечном итоге. Опять же, не забывайте про приточку. Она должна быть не меньше диаметра вытяжки. В данном случае у меня выгодно было установить их на воротах, потому что здесь расстояние у стенок достаточно маленькое. В принципе, все. По воротам все. Спасибо за внимание. До свидания.